All right, hello again. So for the second presentation, we will speak about adverse food reaction. Итак, тема нашей следующей презентации– это различные реакции, побочные реакции на корм, аллергии и так далее. And no, it's already quite a few years, but it's still early. We have been using hydrolysates, and I would like to demonstrate to you the benefits of those hydrolysates versus the classical elimination diet. Ну и как видите, титул, да, наименование моей презентации связано с гидролизатами. Хочу сказать, что мы пользуемся ими на протяжении уже какого-то существенного количества лет, и подробно хотел бы вам сегодня рассказать о преимуществах их использования. So, what is adverse food reaction? It's an adverse reaction that occurs after the ingestion of a diet or the ingestion of an ingredient. Что значит побочная реакция именно на корм? Это значит, что это некоторая реакция со стороны животного, которая ранее не возникала, но возникла при введении нового, допустим, рациона или ингредиента. It can be associated with dermatological signs, gastrointestinal signs, respiratory one, or more general signs. Симптоматика может проявляться как со стороны кожных покровов, как со стороны ЖКТ, со стороны дыхательной системы или касаться общего состояния организма. In dogs and cats, the most common signs are derm and GI signs. But in human, you can have respiratory signs like asthma or headache and arthritis. У кошек и у собак чаще всего все-таки идут нарушения со стороны ЖКТ, а вот у людей часто нарушения по дыханию именно происходят, такие как астма, риниты и другие. Those adverse food reactions can be due either to food allergy. Вызываться подобные реакции могут или именно аллергией на этот компонент, на какой-то компонент питания, Or to food intolerance. или непереносимостью какого-то ингредиента. If there is a food allergy, that means that there is an immune reaction against that food or that ingredient. Пищевой аллергией мы называем механизм, при котором есть именно иммунная реакция со стороны организма. It can be a short-term reaction, like hypersensitivity, mediated by IgE. Это может быть какая-то краткосрочная гиперчувствительность, вызванная именно повышением иммуноглобулина Е. And it can be a longer-term reaction that is called cell-mediated. А может быть более долгосрочная реакция, которая называется, которая связана с клеткой, с клеточным иммунитетом. Experts in the field of dermatology believe that most of the reactions we observe are due to allergy. Эксперты по дерматологии считают, что большинство реакций, которые они наблюдают, связаны именно с аллергическим компонентом. But at this stage, we don't have good tool to prove it. Но, честно говоря, конкретных солидных доказательств у нас все-таки нет. So adverse food reaction can also occur by non-immune mechanism. А вот неиммунно опосредованные механизмы And show very similar clinical signs to food allergy. непереносимость какого-то ингредиента питания могут выглядеть очень похоже на аллергию. And for example, a diet that will be rich in histamine can induce signs that are very similar to a food allergy. Например, если рацион богат гистамином, то это может выглядеть, и реакция на него может выглядеть абсолютно как аллергия. Okay, so in veterinary medicine, there is often a confusion between adverse food reaction and food allergy. People use those two terms for saying they are similar when it's not exactly the case. И хочется сказать, что довольно часто ветеринары смешивают эти два понятия, и вот эти вот реакции как бы используют их взаимозаменяемые, не особо понимая разницу между аллергией и непереносимостью, хотя на самом деле это совершенно разные процессы. And until the time we have a good tool to assess if it's food allergy, it's better to call that adverse food reaction.
Есть инструмент, который позволяет нам различать и понимать, все-таки это иммуноопосредованный ответ организма или это непереносимость какого-то компонента. How do you make a diagnosis of adverse reaction? Как мы ставим такой диагноз реакции на пищевой какой-то непереносимости или аллергии? So you have a pet that is presented to you with non-seasonal pruritus. Допустим, к вам приходит в клинику пациент, и у него, например, зуд, и это зуд не сезонный. And various dermatological signs that can be all over the body. Также у него есть различные проблемы с кожными покровами, которые могут наблюдаться по всему телу. And after doing all the tests that are necessary to make sure it's not parasite or other cause that could be associated with similar clinical signs. И мы проводим исследования, чтобы исключить другие возможные причины, например, что это не паразиты, не другие заболевания, которые вызывают эти дерматологические проблемы. Basically, you have two entities. One is adverse food reaction, and the other one is atopy. То, по сути, у вас дальше остается, если вы все остальное исключили, две возможности. Это или атопический дерматит, или это реакция на корм. And the only way to make a diagnosis of atopy is to define that this dog is not suffering from adverse food reaction. И как нам, опять-таки, решить, атопический это дерматит или это? Это значит подтвердить или опровергнуть пищевую реакцию. And so what you do, you put that dog or that cat on a diet that is made on novel ingredients to which that patient has not been exposed before. Что мы делаем в этом случае? Мы переводим нашего пациента на новый рацион с абсолютно новыми ингредиентами, которыми он до этого никогда не питался. And you keep that dog or cat on that strict diet for 2 to 12 weeks. And recently, Thierry Olivier has shown that 8 weeks is the optimum duration. Длительность вот этой вот новой диеты должна составлять от 4 до 12 недель, но вот исследование показало, что 8 недель оптимальный срок. And you're looking for an improvement of the clinical signs, especially the pruritus. И что нас интересует? Прежде всего нас интересует улучшение клинической картины, уход симптоматики, прежде всего зуда. If there is an improvement, then you challenge that dog with its old diet. Если мы наблюдаем улучшение, то дальше мы делаем челлендж. То есть мы испытываем нашего пациента на возвращение к его вот этой вот предыдущей диете. And if you don't see clinical signs within 14 to 7, and if you see reoccurrence of the clinical signs within 14 days for the dogs and within 7 days for the cats, you can make a diagnosis of adverse food reaction. И если на возврате вот к этому предыдущему рациону через 14 дней для собак или через 7 дней для кошек вы наблюдаете возврат симптоматики, вы подтверждаете диагноз, что это именно идет пищевая реакция. The reality of the field is that when an owner that had a dog like this one, что же у нас в жизни происходит, с чем мы, как врачи, сталкиваемся? Владельцы, у которых собака вот с этими всеми симптомами, get a dog like this one, it's very, very difficult to convince them to go in a challenge. видят, что собачка-то исправилась, с ней стало все хорошо, она вон стала красивая, смотрите в правом нижнем углу. И как вот вы их теперь уговорите ее мучить и возвращать вот к тому состоянию, возвращать ее к предыдущему питанию? So theoretically, it would be important to make a challenge to make sure that you know to what the animal is adverse, but that's not easy to do in practice. То есть в теории, вот, пожалуйста, понятный способ подтвердить, что проблема именно в каком-то компоненте питания, на практике очень редко удается этого добиться, это сделать. In Europe and in the United States, and I don't know about Russia, there are labs that are selling tests for making a diagnosis
of adverse food reaction based on serum IgE. В Европе и в Америке широко предлагаются лабораторные тесты, которые говорят, что могут подтвердить данный диагноз с помощью сывороточного иммуноглобулина Е. Some dermatologists have recommended to do skin test to assess adverse food reaction. Некоторые дерматологи советуют кожные пробы тоже для подтверждения этого диагноза. But the reality is that when you test those tests and assess if they really identify dog at risk and ingredient at risk, you see that the prediction is very poor, very bad, and it's really not worth it to spend the money. Однако прогностическое значение и вообще подтверждающее значение данных тестов очень низкое, они очень плохо справляются с этой задачей, и незачем совершенно тратить на них деньги. Maybe one day it will work, but today what is available in the market doesn't work. Может, когда-то и будут эти тесты лучше работать, но то, что сейчас нам доступно на рынке, очень плохо справляется с этой задачей. Okay. So, what is an elimination diet? It's a diet to which the patient has never been exposed before. And to Итак, know that, обсудим вот этот рацион, на который мы переводим нашего питомца, так называемая элиминационная диета. То есть это абсолютно новые ингредиенты, которых раньше пациент не встречал в своем питании. and that's something that is not easy to determine because often when you ask questions about the diet of their pets, owners are not very good at knowing what is in their diet. They also give supplement, treats, food from humans, so it's not easy to really know what a cat has been or dog has been exposed to. Задача эта непростая. Почему? Потому что, во-первых, владельцы зачастую затрудняются ответить, чем именно они кормят своих питомцев, полноценно ответить на этот вопрос. Почему? Помимо кормов они дают разные добавки, они дают разные снеки, угощения и так далее. Некоторые люди подкармливают со своего человеческого стола своих питомцев, поэтому полную картину всего, что питомец ранее ел, составить сложно. If you can achieve that, or if you're using protein that are source of protein and starch that are really exotic, look, for example, if you're using tapioca and kangaroo, it's very unlikely that a Russian dog has ever eaten that in his life. But if you can get enough information from the owners, then you can design a homemade recipe. Конечно, можно вводить экзотические ингредиенты. То есть, если, например, мы возьмем тапиоку и, например, мясо кенгуру, то достаточно высока вероятность, что русский питомец, так сказать, не сталкивался раньше с этими ингредиентами. Однако, если удастся собрать полную информацию от владельца, тогда можно составить либо рецепт домашнего рациона. And if you design one of those diets, it's okay if it's not complete and balanced for a few weeks, but that's not okay if you're going to feed that diet long term. Домашний рацион можно составить. Почему? Потому что он не будет, конечно же, идеально сбалансирован, но это всего на несколько недель, и здесь самое главное – это элиминация привычных компонентов. Но если вы собрались это делать надолго, то тогда вот это рацион домашнего приготовления – это не лучшая идея. And I'm thinking here especially about minerals and vitamins. Особенно если мы говорим о составе витаминов и микроэлементов. Homemade diet is still considered by many dermatologists as the gold standard. That is, if the dog is improving with that, it's really a good sign of adverse management against adverse food reaction. Рацион домашнего приготовления многие дерматологи рассматривают как золотой стандарт. Считается, что очень хорошо, если происходит улучшение именно вот при этом домашнем рецепте. And that's only if the dog improve on those diet that they will consider commercial diet that contain similar ingredients or that do not contain ingredients that they don't want.
И если вот на домашнем питании таком пациент улучшается, то после этого они готовы, только после этого они готовы рассматривать уже коммерческие корма со схожими ингредиентами или, наоборот, не содержащими тех ингредиентов, которые они подозревают виновными в пищевой реакции. However, as I will discuss with you later on, there is a diet now that is available with a very high level of hydrolyzation of the protein, and there are more and more opinion leaders that believe that this diet would be at least as good as the homemade diet. Однако появляются все новые и новые корма, в том числе высокобелковые и с разными белками. И все больше специалистов склоняются к тому, что и они могут служить хорошей элиминационной диетой. The next solution is the commercial elimination diet. Давайте как раз и поговорим об вот этих вот коммерчески доступных кормах. I'm sure you have heard of diet that contain lamb and rice, fish and potato, venison and potato, etc. Наверняка вы слышали, что бывают такие составляющие, как ягненок и рис, рыба и картофель, телятина и картофель. Some of those diets are sold only through the veterinary channel. Часть этих рационов, этих кормов продается только через ветеринарный канал. Some can be bought in pet shop. А некоторые можно купить и просто в зоомагазине. When you look at the diet that is sold in pet shop, you realize on the list of ingredients that yes, they contain, for example, lamb and rice, but they do contain many other ingredients that only lamb and rice. Если же почитать все-таки состав тех кормов, которые продаются в зоомагазине, то можно увидеть, что да, действительно, они содержат ягненка и рис, но помимо ягненка и риса они содержат и много других ингредиентов. Of course, those diets are not suitable for the management of patients with allergy. И понятное дело, что такой корм многосоставной не подходит для элиминационной диеты. Those diets are not hypoallergenic because they contain intact protein. Они не гипоаллергенные, потому что они содержат цельный протеин. The only diet to which the dog has not been exposed before. Опять-таки нам нужны те компоненты, которые собака или кошка не встречала ранее в своем рационе. And to which the dog might become allergic over time. А они содержат много компонентов, и, соответственно, на многие из них может развиваться пищевая реакция. When you're making pet food, you're making one food after the other. А когда еще очень важный такой момент, при производстве кормов, например, да, для домашних питомцев, то на линиях запускается сначала один вид корма, потом другой вид корма. You don't clean the plant after every batch. И, честно говоря, заводы не моют и не чистят после каждой партии. This means that there is a risk of contamination between one batch to the other. А это уже обозначает, что у нас может быть остаточное загрязнение белками. От одной партии в следующую попадают частицы. This is not a problem for healthy dogs and cats. Это совершенно не проблема для здоровых животных. But it can be a problem for dogs that suffer from adverse food reaction. Однако это может быть проблемой для животных, которые страдают пищевыми реакциями. And when you look at that in diet, you realize that there is often cross-contamination. И если, так сказать, исследовать эти корма, то там действительно очень часто бывает вот это вот остаточное загрязнение другими видами белков. This is why when you produce such a diet, you have to design some process to make sure that one diet is not contaminated by the other. Поэтому производители именно гипоаллергенных линеек, они должны запускать на производствах такие процессы, которые предотвращают остаточное загрязнение. The other problem with those elimination diets is sustainability. Очень важный момент, тоже связан с элиминационной диетой, это возможность ее поддерживать. It's not so easy to produce diet with exotic protein. Рационы с экзотическими видами белка производятся очень ограниченными партиями, их тяжело поддерживать в постоянном производстве.
resources are limited. Так как ресурсы исчерпаемы. For example, a few years ago, New Zealand was producing nearly all the venison that could be used for the pet food industry and the human nutrition, of course. Например, до недавнего времени Новая Зеландия производила практически весь объем But the price of оленины, который использовался для производства кормов. but the world price of milk increased. Однако расценки на молоко повысились. And so the New Zealand farmer decided to quit venison production to go back to dairy milk production. И тогда производители оленины в Новой Зеландии решили переключиться с этих вот оленей на производство молока, потому что оно более выгодное. So from a few months to the other, it was no longer possible to produce diet made of venison. И получается, что не стало сырья и не стало возможно производить эти корма ни для людей, не для людей эта продукция не была доступна, ни в ветеринарных кормах. So that's a big problem when you have a patient that does only well on that diet, and that diet is no longer available. Ну, представьте себе, какая-то проблема, да, допустим, есть пациент, который именно вот с ним все в порядке на диете и на рационе из оленины, и все, больше нет оленины. Это проблема. Okay, to what protein dogs and cats are sensible? The one, when you read the literature, and I have to admit to you that the literature is very small. Very few people really collect information regarding to what protein the animal is reacting. Very few people do a challenge. So if you don't do a challenge, you cannot make a definitive diagnosis of allergy. Нам нужно понять, что такое новый протеин, а для этого прежде всего нам нужно обсудить, на какие типы белков чаще всего развивается гиперчувствительность. Мы делаем небольшой анализ литературы. Хочется сказать, что литературы мало. Очень мало специалистов действительно исследуют те белки, на которые возникают реакции. Очень мало владельцев соглашаются на вот эти вот челленджи, да, и возвраты к рационам. Поэтому информация ограничена. So what you can see is that in dog, the three most common protein are beef, dairy, and chicken. Как видите в этой табличке, для собак наиболее аллергенными или вызывающими пищевые реакции компонентами являются говядина, молочка и куриный белок. And in cat, beef, dairy, and fish. А у кошек говядина, молочная продукция и рыбный белок. But you see that is only based on 56 cats. So does it mean that it's all like that everywhere in the world? I don't think so. Но что касается кошек, вы видите, да, что количество исследованных пациентов 56 – это очень мало для статистики и может быть совершенно не репрезентативно в мировом масштабе. The red arrow represents a protein to which the number of animal allergic increases. Более редко встречаемые виды мяса или белка, соответственно, вызывают меньше реакций. They increase from former studies, that's chicken, and then you see there's a decrease in the allergy to wheat. Хочется также сказать, что аллергенность или реактивность меняется со временем, то есть вот как-то аллергия у кошек, реакция у кошек на куриный белок растет со временем, это вот изменение в исследованиях, так сказать, а, например, на пшеницу падает. And so that's another study that tried to demonstrate that. So this study, they took all the paper that had been published regarding the issue of adverse food reaction and the associated food allergen. Полезные исследования в формате ревью, то есть взяли все исследования предыдущие, которые были на эту тематику, и постарались обобщить их данные. And you see here that beef, chicken, and then wheat and lamb were the most common antigen reported. И вы видите, что у собак наиболее часто упоминаемыми
антигенами были белки говядины, молочной продукции, курицы и пшеницы. And you see also that it's on a very small number of animals, barely above 200 dogs to make that statistics. Ягненок также упоминался, хоть и в меньшем количестве, однако хочется сказать, что общее количество, вот если вы суммируете все скобочки, это порядка 200 пациентов, то есть опять-таки статистически очень низкие цифры. And in cats, beef, fish, and chicken, like in the other study, were the most common, and again, on a very small number subset of animals. У кошек же упоминались в первую очередь говядина, рыба и курица, но опять-таки количество исследованных пациентов очень низкое. Okay, as I mentioned to you, many dermatologists, especially in the US, believe that home-prepared diets are the best diet to make a diagnosis of adverse food reaction and to feed those dogs. So Если some мы colleagues at говорим the university. о рецептах и о рационах, то, как мы с вами уже упоминали, очень многие дерматологи, особенно в Америке, считают, что именно рецепты домашнего рациона, домашнего приготовления являются золотым стандартом. So some colleague at the University of California went into textbooks and the booklet that vets give to owners and website to look at the recipe that were recommended by those people. And they found out that 95% of those recipes were lacking at least one nutrient, not meeting the guidelines, nutrition guidelines. And 83% of those recipes had multiple deficiencies. И коллеги из Университета Калифорнии предприняли такое большое исследование. Они изучили очень много рецептов вот этих вот домашних рационов, опубликованных как в различных учебниках, так и на различных сайтах для заводчиков, владельцев и в книгах по домашним питомцам для владельцев. Изучив 200 рецептов, они выяснили, что 95% этих рецептов содержали как минимум один важный питательный ингредиент, который не соответствовал гайдлайнам ассоциаций и комитетов по исследованиям пищевой продукции, а порядка 83,5% этих рецептов имели множественные разбалансировки, так сказать, и дефициты питательной ценности. And those findings are similar to another study with 90% of the recipe that were not very adequate. И хочется сказать, что эти выводы схожи с выводами предыдущего исследования, которое приведено сейчас на слайде. 90% рецептов неадекватны, то есть нерелевантны с точки зрения пищевой ценности. And so, if you really want to be confident in the recipe that you're using, you should get the help of someone that has some knowledge in designing homemade diet for patient with disease. Поэтому, если действительно хочется составить рецепт, то его, конечно, нужно составлять с ветеринарным нутрициологом, с кем-то, кто умеет составлять подобные рецепты, а не просто брать готовый где-то. So in 2001, a new concept arrived in the field of vet medicine as protein hydrolysate. What is a protein hydrolysate? Sorry. В 2001 году появилась новая концепция, новое слово в питании, которое называется гидролизатами белка. Что же это такое? So what is a protein hydrolysate? It's just a protein that has been cut in small pieces. По сути, белковый гидролизат – это белок, который разрезали на маленькие кусочки. Because that protein has already been pre-digested, it's easier to digest it. Его как бы предварительно уже частично расщепили, поэтому организму его легче дальше усваивать, переваривать. So its half-life in the lumen of the gut as intact protein will be much lower, so it will not be able to elicitate a reaction or to be recognized. То есть полупериод его, так сказать, жизни в просвете гораздо
Короче, за это время организм не успевает его идентифицировать как некий антиген и как-то на него среагировать. Also, to induce an allergic reaction, a protein has to be recognized by two sites on the mast cells in the organism before releasing all the factor, including the histamine. Также хочется сказать, что для того, чтобы сформировался ответ со стороны организма на какой-то белок, этот белок должен быть распознан двумя точками на тучных клетках. And so if the protein, the peptide is small enough, it will be not recognized or only be recognized by one antibody. Если же peptid достаточно маленький, то его либо вообще не распознает клетка, либо распознает только одно антитело, а не два. And will not be able to induce the reaction. И, соответственно, реакции со стороны организма не сформируются. Among the hydrolyzed protein that were available on the market, there was one that was of very high interest for us. It was one that was used in the dairy co-industry for the calf of those cow. Был один протеин, который особенно нас интересовал. Это белок, который использовался широко в молочной индустрии. As you probably know, for a cow to produce milk, she has to have a calf every year. Как вы знаете, чтобы у коровы была постоянная продукция молока, она должна рожать теленка каждый год. But this calf won't receive much of his mother milk. It will be fed with what we call maternized milk. Однако самому теленку достанется очень мало этого материнского молока, его будут кормить заменителем молочной смесью. And the source of protein that is used in those milk replacer is soy. И вот там используется соевый белок. When intact soy was used to feed those calves, what they found is that there was a lot of poor appetite, slow growth, problem of malabsorption, maldigestion, diarrhea. They could find antibodies against soy in the blood of those animals, and they could observe villus atrophy. Когда вот этот соевый белок как ингредиент появился в заменителях молока, то стали отмечаться такие реакции со стороны непосредственно телят, как снижение аппетита, сниженные темпы роста, также у них плохо усваивалась и плохо переваривалась эта смесь, это приводило к диарее, отмечались в крови антитела к сое и отмечались также атрофии ворсинок. And so the researcher that work on that area realized that by removing two antigen from soy isolate and by hydrolyzing that soy, by removing them, all those clinical signs would go away. И по итогам различных анализов пришли к таким выводам, что если убрать два определенных антигена, то есть сделать гидролизацию белка, это может полностью прекратить все эти реакции у телят. So you see those two antigen, they identify glycinin and beta-glucinin. Вот вы видите на графике эти два антигена, это глицинин и бета-конглицинин. And you can see that in this hydrolysate, those antigen disappear. Посмотрите, пожалуйста, по вертикальной шкале отложена у нас иммунореактивность организма, и на циферке 3, то есть там, где размещался гидролизат сои, реакция отсутствует. Видите, она вообще, столбик не вырос, находится на нуле. And this is used as a quality control of this ingredient. Each batch that is produced, they test it if those two antigen are present, and if they are present, that means that it didn't meet the quality that is required. И, соответственно, именно этот тест используется для определения качества каждой партии соевого гидролизата. Если вдруг эти антигены обнаруживаются, значит расщепление, сама эта гидролизация прошла плохо, с нарушениями качества, и эффект не достигнут. And so for us, it was a very interesting protein to use because it had already been demonstrated
to remove some of its antigenicity, and that's a very good quality protein and very digestible protein. Нам, как ветеринарам, соответственно, был очень интересен этот соевый гидролизат, этот продукт для использования, потому что в нем уже, да, удалены вот эти вот как минимум 2 антигена, а по питательной ценности это высокий и ценный белок. So what you see here is Western blot made on a native soy protein or the hydrolyzed protein. Что What мы you здесь see видим? here, Мы здесь sorry. видим western blotting, слева у нас график цельного белка, а справа гидролизатного. Here you have each puppy that had been sensitized to the intact protein. Basically, those puppies were vaccinated against that protein. Слева мы видим собак, точнее сказать, щенков, которым была сделана, привита, как бы сказать, вакцина, которая вызывает гиперсенсибилизацию к белку сои. And what you can see is the dog did develop very clear band, even though some dog it was much lower than others. But in all those dogs, there was band that could be seen, and those band translates antibodies that can recognize a part of the protein. И мы видим очень четко выраженный бенд здесь. Здесь много частей, много реакций на белок и достаточно ярко выраженных в определенном бенде. Now, if you look on the same dog, the hydrolyzed protein, you can see that in the first dog, 8204, you can still see some bands, but at a much lower level, much less dark. And then for the remaining dog, you barely can see any band. I don't see any band. Мы понимаем, да, что слева мы видели четкую реакцию в одном бенде, то есть у одной собаки, но и у остальных наблюдались более размытые, а вот при введении гидролизатного белка справа у той же собаки мы видим более слабые показатели, у остальных почти никаких следов чувствительности к этому белку. And so this support the fact that this protein is hypoallergenic, that is not recognized as well by the immune system than the intact one. О чем это говорит? О том, что это гипоаллергенный белок, и он распознается, практически не распознается иммунной системой или распознается гораздо слабее. Now, if you look at the clinical reaction, you remember this dog was a dog with the more important bands. Если же мы посмотрим на клиническую симптоматику, вот эта вот собака под номером 8204, это у нее был самый выраженный бенд сейчас на предыдущем слайде. So when that dog was fed a diet containing the native protein, it showed quite severe signs. Мы здесь сравниваем реакции при потреблении различного вида соевого белка. Мы видим, что вот на синеньком, да, когда был цельный соевый белок, были очень сильно выраженные реакции, такие как рвота, диарея и зуд. But showed no reaction when fed the hydrolyzed diet. Однако при получении гидролизатного соевого белка не было реакции. NR значит no reaction, то есть реакции вообще не было. The two other dogs show milder reaction with native protein and no reaction with the hydrolyzed protein. Еще две собаки, у них отмечались более смягченные, скажем так, но реакции при цельном белке и опять-таки никакой реакции при гидролизате. And the three other dogs did not show any adverse effect. И три другие собаки, вы помните, что их было 6, не показывали, у них не было никакой симптоматики. So once again, it supports that hydrolyzation decreases reaction, and so this protein is less allergenic than the intact protein. Что еще раз подтверждает тот факт, что гидролизатный белок гораздо более гипоаллергенный. So that's another study that was made on the same soy hydrolysate, but in this case, what they use is a group of cross Maltese beagle dogs that were known to have hypersensitivity to both soy and corn.
So initially, Здесь у нас другое исследование. Отличие этого исследования заключается в том, что здесь использовали 14 собак, которые являются миксом пород мальтийская болонка и бигль. А у обеих этих пород известно, что у них есть гиперчувствительность на сою и на кукурузу. So initially, those dogs were fed a diet that did not contain either corn nor soy, and you can see that the cutaneous clinical score went down. Итак, сначала их начали кормить рационом, который не содержал ни кукурузы, ни сои. И мы видим, что клинический индекс кожных именно проявлений снижался. To a plateau until they did receive cornstarch. И у нас наблюдается определенное плато до тех пор, пока мы не вводим кукурузный крахмал. As you can see, there was very little reaction, if no reaction. Those points are not different. Реакция была или очень маленькая, или незначительная. Then those dogs were put on corn grain, and you can see that there was a significant increase in the cutaneous score. А потом вводим цельное зерно кукурузы, и тут у нас индекс сразу повышается. Then they were back on the regular diet, and there was another they were giving soy with a big increase again. Дальше возвращение к предыдущей диете. Идет снижение индекса, потом мы даем сою, и опять у нас подскакивает индекс. And so again, and then back to the first diet, and you see it goes back to the same plateau here. Возвращаемся к предыдущему рациону, и опять-таки вы видите, показатели снижаются, и выходим снова на плато. This means that those dogs did as well on a soy hydrolysate based diet than a no corn and soy diet. О чем нам это говорит? О том, что рацион с гидролизатом сои для них был настолько же хорошим, как и рацион без кукурузы и без сои вообще, потому что плато одинаковое. So this means that dogs that are allergic to corn and soy are not allergic or do not show signs of allergy with cornstarch and soy hydrolysate. Таким образом, кошки или собаки в данном случае, у которых аллергия на сою или на кукурузу, не показывают никаких признаков этой аллергии при употреблении гидролизата сои в пищу. И крахмала, да? И крахмала, и кукурузы. Спасибо, мне подсказывают. So here, this is a clinical study that we realized to assess the efficacy of using that hydrolyzed-based diet on the diagnosis of adverse food reaction. Итак, у нас сейчас здесь клиническое исследование на, собственно, эффективность применения вот этого рациона, где только изолированный гидролизатный белок сои. So this clinical study included 60 dogs, mostly intact male, and then as many spayed female than intact female, sorry. И здесь у нас 60 собак участвовало в этом исследовании, и было немного больше у нас тут самцов, чем самок. Вот, и вы видите разбивку по цифрам. C – это кастрированные или стерилизованные, и S – это тоже стерилизованные у самок, соответственно. And so they were middle-aged dogs in average, although we had very young and relatively old dogs. И средний возраст у нас был, основной массы примерно 4,5 плюс-минус полгода, то есть среднего возраста, хотя разброс был от 3 месяцев до 11 лет. There were 26 breeds, many of them well known for the risk of adverse reaction. Исследование включало пациентов 26 пород, многие из которых известны своей предрасположенностью к пищевым реакциям. Они перечислены вот здесь на слайде. And most of them suffering from that disease for already quite a few years. A few
one very early and one very late, but most of them 2.6 years of being recognized to have a disease. So they were not young. I mean, they were not dogs that were just diagnosed with adverse food reaction. Большинство достаточно долго уже страдало пищевыми реакциями, то есть это где-то от 2,5 до 3 лет, то есть не то, что с впервые выявленными, да, новыми данными, хотя имелись некоторые пациенты, у которых было выявлено в первый раз 3 недели назад, а некоторые очень давно болели, 10 лет. So from this study, and after doing the study that I'm going to show you on the next slide, we found out that we had to exclude 2 cases because the owner didn't follow the protocol. We found out that we had 36 dogs that were suffering from adverse food reaction. Мы должны были также в начале исследования исключить 2 собак, потому что владельцы не следовали точно протоколу. И вот мы выявили, соответственно, как вы видите, определенное количество, 36 собак, которые страдали побочной реакцией на пищу именно. And 38 from atopy and 16 both atopy and adverse reaction. При этом 38 собак страдало атопическим дерматитом, и получается, что 16 собак, они страдали и тем, и другим. And if we take those 30 where we were able to show that they did suffer from a food allergy, that is, they improve on the diet and then they relapse when put on their older diet, we saw that the hydrolyzed diet was able to improve the condition in 34 of those 36 dogs. И вот эти случаи, где нам удалось и перевести на другую диету, и сделать челлендж, то есть действительно подтвердить пищевую реакцию, в 94%, то есть у 34 из 36 собак была положительная реакция на введение рациона с гидролизатом сои. 2 dogs did not respond to the soy hydrolysate, but did respond to a diet, homemade diet made on rabbit and rice, and homemade soy diet. И только у 2 собак не было вот улучшения на этом рационе, но у них было улучшение на домашнем рецепте. Это было и корм из кролика и риса, и домашняя соевая диета. So this study support the fact that this diet is quite good at finding dogs suffering from adverse food reaction, but if the response is not positive, it means that we need to check if the animal will not respond to another diet. О чем это говорит? Что подобный рацион высоко эффективен при развитии пищевых реакций, но если вдруг нет положительной реакции, можно попробовать и другие. Вот о чем нам говорит это исследование. Okay, that's another study again, where those investigators look at the benefits of a diet made of hydrolyzed chicken. Другое исследование справа. Там уже исследовалась эффективность гидролизованного куриного белка. So they had 12 dogs divided in 2 groups. All those dogs were known to be sensitive to chicken. And as you can see, the reactions are quite high when those 2 groups of dogs are fed chicken. 12 собак были разделены на 2 группы. Про всех этих собак было известно, что у них гиперчувствительность к куриному белку. И вы видите в начале график резкого роста реакции индекса, когда им, собственно, дают белое мясо курицы. And you can see that being fed an hydrolyzed chicken improved the condition. И дальше вы видите стадии, и следующие графики нам показывают, что когда их кормили гидролизатным куриным белком, то у них было существенное улучшение, очень низкий уровень индекса. However, 1 dog of the 12, when fed the hydrolyzed chicken, showed severe signs. Но одна из 12 показывала все равно достаточно высокую реакцию, когда ей давали этот куриный белок гидролизованный. So hydrolyzed diet work very well in the management of adverse reaction on the skin, but it also work very well for adverse reaction on the GI tract and the chronic enteritis.
Итак, So we have, гидролизатные рационы очень хорошо, действительно эффективны для кожных состояний, но также существенно улучшают именно проблемы с ЖКТ. so I'm going to illustrate that. So that's one of the first studies. So those animals were suffering from chronic enteritis, quite severe. And after 2 months on the soy hydrolyzed based diet, you can see that 90% of the dog on the hydrolyzed diet improve, and 88% of the dog on the low residue. By low residue, I mean a GI diet, a diet that is highly digestible, not too high in fiber, and high in protein of high quality, and high in fat. Итак, на предыдущем слайде Винсент показывал несколько исследований, и сейчас хотел бы чуть-чуть подробнее на них остановиться. Первое исследование связано именно с хроническим энтеритом, и здесь у нас идет сравнение, когда через 2 месяца кормления 2 разными рационами, как проявлялась клиническая симптоматика. Голубеньким это гидролизатный корм, а синим это специальный корм, как раз-таки GI-линия, высоко усвояемый, хорошо перевариваемый корм. So you see, after 2 months, we cannot really say that there is a big difference between the two groups, except that the dog in the hydrolyzed group gained 1.2 kilo of weight in average, whereas the dog on the GI diet didn't gain much weight. And that's significant because many of those dogs with chronic enteritis have lost weight, and that's nice to have them gain some weight back. Как вы видите, очень у многих собак произошло существенное улучшение состояния, то есть у 23 из 26 собак больше не было клинической симптоматики через 2 месяца, и практически с одинаковыми результатами для 2 линеек кормов. Но какая разница? Справа на графике мы видим прибавку веса, и вот пациенты на гидролизатном корме прибавляли в весе, а на GI-линейке практически нет, и это очень важный фактор. And even the 3 dogs where there were still some clinical signs, they really improved, and the owner were already quite happy with the improvement. Про оставшихся 3 собак хочется сказать, что у них не ушли полностью симптомы, но значительно улучшилось состояние, и владельцы на самом деле были очень довольны. Now, if you follow those dogs for 6 months, at least, and even more, up to 15 months, what you see is that those dogs that were initially on the hydrolyzed diet, there is very few relapse. There are actually 2 dogs that did relapse on 15, whereas those dogs that were on a GI diet, there are actually 2/3 of the dog that did relapse. И если же мы понаблюдаем подольше за этими собаками, то есть не 2 месяца, например, а 6 месяцев, вплоть до даже 15 месяцев, то вы видите тоже разницу в показателях между как раз-таки гидролизатным кормом и вот этой GI-линейкой. Okay, and so even the 2 dogs where there was some relapse, those signs were very mild, and the owner were happy to live with it. То есть у 87% собак на гидролизатной диете так и не осталось, не было больше клинической симптоматики через 6 до 15 месяцев. И даже у 2 оставшихся собак, которые представляют собой эти 13%, все равно была очень слабо выраженная клиническая картина. Это тоже было хорошо. And you have to realize that those dogs were really sick dogs. They were not a dog visiting a vet practice like that. They were a dog that already visited many practices with no improvement, and finally went to a GI specialist that tested those diets. Мне хочется сказать, что это были не просто любые пациенты, которые просто пришли к ветеринару случайно. Нет, это были собаки, которые давно наблюдались, ходили по разным врачам, ничего им не помогало, и наконец-то смогли попасть к специалисту по желудочно-кишечным заболеваниям и провести вот эти исследования. Okay, now another disease that we saw improve with the hydrolyzed diet
is exocrine pancreatic insufficiency. Есть и еще одно состояние, которое существенно улучшается на подобном рационе. Это как раз-таки недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы. It's quite common for dog with EPI to suffer from skin adverse food reaction. Известно, что многие собаки, у которых есть воспалительные проблемы с кишечниками, у них также наблюдается нарушение кожных покровов, разные заболевания. What we found when those dogs were fed an hydrolyzed soy diet is that those clinical signs improve within 7 days. И что мы здесь можем отметить? Во-первых, симптоматика со стороны ЖКТ улучшилась в течение 7 дней. Within 2 months, those dogs had gained weight, and you can see here that gain in weight was quite substantial. За 2 месяца они набрали вес, и вы видите в табличке до и после, что прибавка в весе была достаточно существенной. And you can see this dog, the weight gain and the nicer coloring of the hair, brighter versus Joe hair. Посмотрите, как раз разница, это одна и та же собака. Во-первых, прибавка в весе существенная видна на фото, но также и состояние шерсти гораздо лучше. And the clinical signs on the skin were dramatically improved after 3 months. Да, кожные покровы значительно улучшались через 3 месяца. Okay, so if you have patient with EPI and where you can see some association with skin, this diet might be a useful diet to give. Of course, this diet was given with the enzymes. It's not a diet given alone without the enzyme. И если у вас есть пациент, у которого вот эта недостаточность со стороны поджелудочной железы и также дерматологические проблемы, то этот рацион может быть высокоэффективным, но, конечно, это вместе с энзимами. Okay, so now we're going to speak about size of the hydrolysate. And when you speak about size of the hydrolysate, you have to learn a unit that is called a Dalton. The Dalton is a unit of the weight of the atom, and it was given, the name was given in honor of John Dalton, which is the founder of the atomic theory. So what Мы is хотим one Dalton? поговорить о размерах, об атомной массе, потому что именно она важна для измерения молекулярного веса, которым определяется реакция на белок и так далее. Измеряется атомная масса в Дальтонах, и, собственно, сэр Джон Далтон, основатель атомной теории, вот в честь него эта единица атомного веса и была названа. So 1 Dalton, letter D, equal the weight of 1/12 of the nuclide of a carbon-12. Значит, эта единица обозначается маленькой буковкой D латинской и равна 1/12 веса нуклида углевода. So basically, that's the weight of a proton. Простите, углерода. Да, вот эта единица и признана за единицу массы. And that's very close from the weight of an atom of hydrogen, since an atom of hydrogen is 1 proton and 1 electron, which is very, very light. И это очень близко, в принципе, к весу азота, потому что у него, вы знаете, атомная масса единица. 1 протон, 1 нейтрон. Все. So now when we speak about amino acid, the simpler of the amino acid, glycines, weight 75 Dalton. And the Если мы heavier поговорим о аминокислотах, да, они бывают совершенно разные. То есть одна из самых легких, например, глицин, весит 75 дальтонов. And the heavier of the amino acid is tryptophan, which is 204 Dalton. А триптофан, например, крупная молекула, 204 дальтона. So a peptide that weighs about 1 kilodalton will be between 5 and 10 amino acids. И мы понимаем, что белки, да, в свою очередь, состоят из многих аминокислот, и, соответственно, из них складывается вот этот вот общий вес. Of course, protein are much heavier. И в итоге они становятся гораздо тяжелее, чем просто аминокислота. And we speak in kilodalton. И здесь уже это измеряется килодальтонами, то есть тысячами дальтонов. Molecular weight can be measured by various techniques, but I don't have much time today to go into detail.
Многие техники, несколько используются для измерения вот этого молекулярного веса, но в эти детали мы вдаваться не будем. So, when we look at the weight of a protein, what is that if the protein is very heavy, it's less common to have them as a source of allergy. Итак, как же связана аллергия, реактивность организма с размером, с молекулярным весом белка? Если белок очень крупный, вы видите вот наверху шкалы больше 40 килодальтонов, например, то на него редко встречается аллергия. When they are small enough, there is less risk of allergy. А вот когда они поменьше размером, то тогда реактивность выше. And the protein that are most commonly allergic are between 10 and 40 kilodalton. Наиболее популярные аллергены находятся в разбросе, так сказать, атомной массы 10-40 килодальтонов. Why? Because they must be big enough to be recognized by the antibodies, Почему? Потому что они, с одной стороны, должны быть достаточно крупными, чтобы антитела их заметили, but not too big so that they can cross the wall between the gut and the blood barrier. но не слишком крупными, потому что иначе они не могут преодолеть, не могут пройти сквозь стенку между кровеносным сосудом и кишечником, например. But you can have allergic protein in all those sizes, and that's not only you really get very small, below 1 kilodalton, then the risk of allergy is extremely low. Но, в принципе, почти в любом диапазоне встречаются аллергены, кроме очень мелких молекул размером меньше, чем 1 килодальтон, они не вызывают аллергии. This is why in baby with significant allergy to cow milk, they are fed milk that is made of amino acid. There is no protein in that milk, only amino acids. Именно поэтому, например, новорожденным деткам, у которых реакция на коровье молоко, например, в питании или еще что-то подобного рода, им делают специальные формулы, в которых не содержится цельных белков, а только аминокислоты. Okay, a smaller protein is less likely to induce allergy, but it's not because you're smaller, you're free of allergy, and that can be explained this way. Итак, мы говорим, чем меньше у нас молекула, тем менее, вероятно, она вызывает аллергию. Но дело не только в размере. For example, on this protein, there are very few what we call epitope. А дело в расположении вот этих вот так называемых эпитопов. Вот посмотрите, самый верхний пример. На цепочке содержится мало эпитопов. The epitope is the part of the protein that can be recognized by the antibodies. Эпитоп – это вот этот как раз маячок, это та часть белка, который распознается антителом. If you need two epitopes to activate the plasmacyte, Если нужно 2 эпитопа, чтобы активировать плазмоцит, if you cut this protein anywhere here, that won't work anymore. It will not be able to activate. то мы можем разрезать эту цепочечку где-то посередине между этими двумя удаленными друг от друга эпитопами, и все, больше уже работать эта цепочка не будет, потому что мы их разделим. Now, if you have many epitopes on your protein, если же эпитопов много, посмотрите второй, пример сверху, then you will need to cut that protein in more pieces to make sure that there is no epitope left. Тогда и порезать нужно на большее количество отрезков для того, чтобы, опять-таки, каждый эпитоп был отдельно. If I cut my protein here, this means that those two epitopes will be very far away. Также есть такие комбинации, которые располагаются просто очень близко в пространстве. Если я смогу порезать между ними, то эти эпитопы окажутся далеко друг от друга. And thus the protein will no longer be allergenic. И опять-таки у нас вещество уже не будет аллергенным. Now you can see that this epitope is hidden in the protein. А бывает, что вот эти эпитопы спрятаны внутри молекулы белка. So if I cut it, the antibody will be able to reach
those T antibodies. Before cutting, the antibodies will not be able to reach the two epitopes. И если я как раз-таки порежу такую молекулу, вот тогда эпитоп станет ближе к поверхности, и антитела на него среагируют. А вот в таком клубочковом как бы состоянии антитела не распознают эпитоп, спрятанный внутри молекулы. This explains why after an hydrolysate from that protein will be more antigenic than before being hydrolysate. Как вы понимаете, гидролизат такого белка будет более аллергенным, чем цельный белок. That's what you see here with casein. Вот So как you раз see пример that казеина. intact protein is quite allergenic. Посмотрите, это достаточно сильный аллерген. If you cut it partially, you see it's worse. Посмотрите, если мы режем его частично, 20% гидролизат, то он становится хуже, то есть реакция на него выше. And if you cut it more, then it becomes less allergenic. И вот только если мы его еще больше порежем на еще более мелкие участки, 50% гидролизат, вот тогда он становится менее аллергенным. So the take-home message is, it's not because my protein is a bit smaller that it is less allergenic. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что размер имеет значение, но не только размер. Суть не в дальтонах непосредственно, а еще и в форме белка. The other things you should look here is what is written, average molecular weight. Что мы должны смотреть на корме? Написано средний молекулярный вес. Вот это average molecular weight, это значит средний вес молекул. Same here. Вот, Which видите, means that подчеркнуто. if it's the average, it means that you have peptides that are bigger than that. А что значит средний размер? Это значит, что в этом корме есть молекулы, которые гораздо больше, чем 3000 дальтонов. То есть у них существенно больше атомный вес. And we don't know how big. И мы не знаем, какой он. Okay. So telling my diet is better than that diet just based on that is not correct. And I recommend you to ask for a clinical study that show that indeed it works and show that indeed it's hypoallergenic, like doing a Western blot, as I showed you earlier. Соответственно, вот мы сравниваем эти две диеты. На одной написано средний молекулярный вес ниже 12 тысяч дальтонов, на другой написано примерно 3000. Нельзя на основании этих данных говорить, вот это, где 3000, лучше, чем та, где 12 тысяч, потому что это всего лишь средний вес. Не говорит ни о чем. Надо читать исследования по данным кормам и смотреть, действительно ли доказано, что они гипоаллергенные, особенно с помощью вестерн-блотинга, как это полагается делать. Now, speaking about a highly hydrolyzed protein, I would like to introduce you to the feather hydrolyzed protein. И вот, говоря дальше о гидролизатных белках, я хотела бы рассказать вам о белке, который получается из пера. Basically, what the supplier of that protein does, it takes poultry feather, that is chicken or turkey, and then he put those feather in a bath of hydrochloric acid, HCl, at 98 degrees for 48 hours. Как происходит этот процесс? Берется перо, перо используется или куриное, или индюшачье, помещается в раствор соляной кислоты на 48 часов. That means that any living being that could be with those feather is destroyed, and that all the protein are reduced in amino acid or very short protein. Что делает эта соляная кислота? Она уничтожает все живое, да, как известно. То есть все, что там могло жить в этом пере, безусловно, погибает. И также все белки делятся, они расщепляются этой кислотой на составляющие аминокислоты. After that is put in a solution of hydroxy acid that finish the digestion process and neutralize the reaction. Дальше это помещается в раствор йодной кислоты, и там уже затем происходит реакция нейтрализации и завершения расщепления белка.
And so at that stage, you have a broth in which you have amino acids, small peptides, and sodium chloride from the neutralization of HCl by sodium hydroxide. И что в итоге у нас получается? У нас такой бульон из, сказать, питательных аминокислот, вот этот гидролизованный белок, и тех хлоратов, то есть тех солей, которые выпадают в осадок при реакции нейтрализации. And so why that process was developed? In fact, it was a process that was developed for the pharmaceutical industry. Вообще этот процесс был разработан в фармакологической индустрии. What the industry need is cysteine. Значит, индустрии был нужен цистеин. And cysteine is the less soluble amino acid. Is the less, sorry? Soluble. Это наименее растворяемая аминокислота. Which means that it will precipitate very early in aqueous solution. And that cysteine then is used to make what we call hydroxycysteine, which is the main component of coarse syrup. Это значит, что в водном растворе эта аминокислота раньше всего выпадает в осадок, ее легко собрать, и она была важным компонентом для таких вещей, как, например, сироп от кашля. Cysteine can also be used as an amino acid, and another amino acid they are able to collect is tyrosine. So that cysteine and tyrosine can be used anywhere in the human food industry, human drug industry, where they need those amino acids. И, соответственно, он, конечно же, эта аминокислота выполняет свою непосредственную функцию как строительного материала, и цистеин, и тирозин, соответственно, может быть применен где угодно, где это требуется. And so what left is a broth of amino acid and peptide that can be, you remove the sodium chloride, and you have that powders of very low molecular weight feather hydroxide. So if I said all of that is to illustrate that this product is not a waste, it's basically a very noble product that is being made in pharmaceutical requirement, with what we call good laboratory practice. И, соответственно, дальше, если мы удаляем вот эти вот как раз хлораты натрия, то есть соли, которые выпали в осадок, у нас остается очень ценный, так сказать, питательный бульон из аминокислот и пептидов с короткой цепочкой. Все это я вам так подробно рассказываю для того, чтобы вы понимали, что это не какие-то отходы, да, которые используются при производстве, а наоборот, это нормальный фармакологический процесс, хорошая практика и очень ценное питательное вещество. And so it's a source of amino acid that is sustainable because there is plenty of poultry feather, that is affordable because this is the leftover of a process, and that's safe because this process is really killing any, even prion, the mad cow disease, even prion is destroyed by that process. И в итоге мы получаем вещество, которое не только богато аминокислотами, но, во-первых, его очень легко производить, потому что сырье находится в широком доступе, очень простое, доступное сырье. Далее, по этой же причине у него низкая цена, и это безопасный продукт, потому что, как вы поняли, вот это взаимодействие с кислотами, в принципе, убивает всех возможных возбудителей, всего, чего только можно. 95% of the protein that is present in that hydrolysate is less than 1 kilodalton, and 5% between 1 and 6. 95% белков, которые присутствуют в этом аналлергенном продукте, характеризуются атомной массой менее 1 килодальтона и 5% от 1 до 6 килодальтонов. When in comparison, the diet I mentioned earlier, that's claimed that is 3 kilodalton in average, you can see that there is 66% below 1, 25% between 1 and 6, and 9% more than 6 kilodalton. Если же сравнивать с тем рационом, который я приводил ранее, которые утверждают на своем списке ингредиентов, что у них средняя атомная масса 3000,
килодальтонов, 3000 дальтонов, вот, то при анализе мы видим, что у них 66% всего менее 1 килодальтона размеров, 25% от 1 до 6 и свыше 6 9%. Это вот ближайший конкурент нашего продукта, применяемый при тех же показаниях. So here you can see a chromatography of a different source of protein. The first one is poultry protein. It's basically the protein that we use to make dog food and cat food and from poultry. Итак, здесь мы с вами видим вот эту вот хроматографию, окрашивание пунцовым цветом. Здесь сравниваются образцы разных веществ. Самое первое, интенсивно окрашенное, сокращенно ПР, это, собственно, обычный птичий белок, да, который используется, применяется вот это мясо птицы для производства кормов. The three following column is hydrolyzed feather. Следующие 3 бенда – это как раз-таки у нас гидролизат из пера. And you can see that you cannot see any band, which means there is no protein here. Как видите, эти бенды совершенно пустые, то есть в них совершенно нет белка, не определяется белок. At least in the weight range between 20 and 250. По крайней мере, вот вы видите, да, на нижних показателях тоже 20-25. Then we have 2 sources of starch. Также у нас And есть again, 2 you cannot бенда, see any посвященных protein. крахмала, и там тоже не выявляется никакой протеин. Then you have fresh chicken. Дальше у нас бенд свежая курятина. And you can see all the band of protein in the muscle of a chicken. И мы видим как раз-таки все протеины, которые определяются в мышечной ткани курицы. Then the fresh egg. Дальше идет бенд свежее яйцо куриное. And then that's marker just to say the size of the protein on the side. That's 2 bands of marker. И 2 бенда с маркерами, которые просто указывают на определяемые виды белка, размеры белка. So this is to highlight that there is no protein left. I mean, big enough after the process, and that the starch that we use, because we have to put carbohydrate in the diet, the starch we use do not contain any protein. Что это подтверждает? Это подтверждает, что после всех наших манипуляций в гидролизате пера птичьего не содержится никаких следов протеина, которые организм мог бы определить и среагировать на них. Так же, как и в крахмале, а мы должны добавлять крахмал, потому что нам нужно добавлять углеводы также в рацион, в корме, ничего, никаких следов протеина не определяется. Okay, so that's just to describe the diet, but I will go in more detail. Actually, no, it's not all going to come, sorry. So you see it's written hydrolysate on the composition, because that's what we have to give by recommendation, but that has nothing to do with the feather anymore, except that the keratin from the feather was the source of the amino acid and the oligopeptides. Соответственно, если мы посмотрим на состав, ингредиенты этой аналлергенной линейки, этого корма, то мы видим, что мы здесь указываем именно гидролизат пера, но мы просто обязаны указывать источник этого гидролизата, из чего это сделано, но от пера там уже просто ничего не осталось. We use starch as a source of carbohydrate, and in starch you don't have any protein left. Мы опять-таки используем крахмал как источник углеводов, но в нем нет никаких следов протеина. This is the source of fat that we are using, all of them bringing various composition. You know, copra is medium chain triglycerides, soy is omega-3 and omega-6, fish is mostly omega-3. Также мы используем ряд масел, потому что нам нужно давать источник жира и питательный, в частности, соевое масло, хороший источник омега-3. Вы видите, что дальше есть рыбий жир, да, который тоже богат элементами. We put some fiber. It's important, in condition like GI disease, it's important to put some substrate
that are important for the bacteria in the colon. И, конечно же, также мы добавляем волокна, в данном случае происхождение из овощей. Волокна должны быть, потому что они необходимы для правильного функционирования и пищеварения в кишечнике. And finally, some animal fat that is necessary for the palatability of the diet, but we make sure that that fat doesn't bring any protein. И также еще жир животного происхождения. Это необходимо просто для вкусовых качеств данного корма, но мы убеждаемся, мы делаем так, что там нет никаких тоже белковых загрязнений. And I want to insist that this diet will bring all the protein, all the amino acids, all the minerals and vitamins that the dog needs. И я настаиваю на том, хотела бы подчеркнуть, что это действительно полноценный, сбалансированный рацион, который действительно обеспечивает все пищевые нужды животного. And so, for example, this is all the essential amino acid that in the diet, and you see that the requirement is the 100%, and you see that we are above the requirement for all those essential amino acids. Это подтверждается также вот этим графиком. Красная отложенная черта – это 100% пищевой потребности в перечисленных аминокислотах у животных. И видно, что не почти, а по всем аминокислотам, содержащимся в данном корме, идет превышение 100% пищевой необходимости для животного. То есть всюду идет с перевыполнением плана. And so we did what we call an animal trial. We fed LT Beagle for 9 months with that diet, and as you can see, those dogs were able to maintain their weight very well on that diet. We didn't find any abnormality. Looking at the animal medical exam and by blood sampling, no abnormality occurred during those 9 months. Мы хотим также поделиться результатами уже как бы реального такого исследования. То есть мы кормили взрослых биглей долгое время, больше 6 месяцев именно этим кормом, проверяли их состояние как с точки зрения веса тела, с точки зрения симптоматики, брали анализы крови, насколько хорошо они едят этот корм, и их состояние, как вы видите, со временем не только не ухудшалось, но и абсолютно поддерживалось в прекрасном положении. As I mentioned earlier, when you make pet food, basically you make one batch of pet food after the other, and so there is a risk of cross-contamination. And as I already mentioned to you also, for this kind of diet, and especially the unallergenic diet, we take special steps to make sure that the batch of food we're making is never in contact with another batch of pet food and make that there is no contamination possible. Мы с вами уже останавливались ранее на возможных остаточных белковых загрязнениях при смене производимого корма на линейках, на заводах кормов. Вот на наших линейках, где именно мы производим вот эту аналлергенную линейку, мы предпринимаем специальные меры, чтобы полностью предотвратить пересечение с другими линейками и не было остаточного загрязнения белка. And it's because that's something that can be quite common in elimination diet. Потому что это проблема, которая часто встречается. Вот исследования тоже об этом говорят. Именно в элиминационных диетах встречается проблема остаточного загрязнения. And so every batch of that diet, before it's released on the market, we do PCR testing to make sure that the most common protein that we have in our plants have not contaminated that diet. And if the tests are negative, then the diet will be released. Что мы делаем, чтобы это подтвердить? Каждая партия у нас проходит ПЦР-диагностику для того, чтобы определить индекс остаточных загрязнений белками. Если проверка не пройдена и выявляются эти белки, то партия в работу не уходит, то есть она не выходит на рынок. Okay, now some clinical trial. The first trial is actually a trial for a patient with GI disease. And basically there, what we did is to take a dog that did not respond well to traditional diet for the management of chronic enteritis. So it included
classical elimination diet. It included GI diet, but it also included our soy-based hydrolyzed diet. And Что so мы делали в этом клиническом исследовании, которым я бы сейчас хотела поделиться? Здесь у нас пациенты не просто у которых были энтеропатии, да, именно хронический энтерит, но помимо этого у них не было улучшений на специальных других рационах, то есть ни на GI-линейке у них улучшений не было. Okay, so we look at the CIP-DI score. Basically, it's a clinical score of GI disease that includes vomiting, diarrhea, the way the animal is behaving, etc. And you can see that the score decreased very significantly on the diet over time. Прежде всего мы оценивали индекс именно активности, да, воспаления кишечника. Это включает в себя сумму выраженности таких различных симптомов со стороны ЖКТ, как рвота, диарея и также потеря массы тела. И как вы видите, со временем, да, вот к 10 неделям этот индекс существенно снизился. And when we look at the fecal score, that is the score of the feces that go from 1 liquid diarrhea to 5 dry and hard feces, you can see that initially, in average, those dogs had soft feces, look like a slurry, like a porridge. Потом также мы оценивали норму кала. Как вы знаете, она от 1 до 5, где 1 – это совершенно жидкий стул, а 5 – это сформированные сухие фекалии. И изначально на введении этого корма индекс был примерно 1,9. Это, знаете, такое вот как суспензия, грубо говоря, состояние. And after 5 weeks already, you see that the feces were in optimal condition, that is well-formed, easy to pick up, but not too dry. И вы видите, что уже на 5-й неделе фекалии были индексом 4, то есть это значит хорошо сформировавшиеся, но не сухие, то есть достаточно влажные, очень-очень хорошие. Okay, so this diet did work very well in very difficult cases on which many vets had tried different strategy and it didn't work. And that's only when they were put on that really hydrolyzed diet that their condition improved. То есть этот рацион доказал свою эффективность в тяжелых клинических случаях, когда многие специалисты бились, подбирали разные диеты, ничего не помогало этим пациентам. Здесь очень хорошая эффективность. Nor a dermatological study. Следующее исследование, которое хочу вам показать, дерматологическое. Basically, it was a randomized double-blind study evaluating 2 hydrolyzed diets on a group of dogs that are known to be allergic to chicken. Здесь вы видите, что это рандомизированное двойное слепое исследование. Его название опять-таки полностью приведено, но главное, что оно проводилось на собаках, у которых было известно, что есть аллергия на куриный белок. They were fed either hydrolyzed poultry or so it's the highly hydrolyzed diet versus a chicken liver diet that is also hydrolyzed. Их кормили 2 видами кормов. Первое – это было именно из гидролизата птичьего пера, а второй – это был тоже гидролизат, но гидролизат куриной печени. What you see is that on the fatter hydrolyzed diet, there was not much change in those dogs before and after, and none of those cross the limit at which we call those signs pruritus flares. Слева у нас как раз-таки те показатели, которые были у собак на корме из гидролизата пера. Как вы видите, у них практически не происходило никаких событий аллергических, и ни одна из этих собак не пересекла красную черту, выше которой показатели это уже как бы вспышка, да, возникновения зуда. Зуд и был их известной аллергической реакцией. Okay, whereas with the poultry liver hydrolysate,
you can see that 4 of the 10 dogs did show a significant pruritus after being put on that diet. А вот справа, там, где был рацион, связанный с гидролизатом куриной печени, у 4 собак из 10 опять было возникновение зуда. And now a final study where we did the classical elimination trial. That's 72 dogs that were presented for sign of adverse food reaction. They were put on the elimination trial for 8 weeks. Then, when possible, they were challenged and see if there was a response. And after that, there was a phase of stabilization. As you can see, challenging dog is not so easy because that we were able only to maintain 1/3 of the dog and convince the owner to do the challenge. Следующее клиническое исследование. I'm still here. I can't stop. No, I can tell this all over again. Okay. Итак, следующее клиническое исследование, о котором хотела бы поделиться, оно достаточно простое, как раз-таки связано с элиминационной диетой. Обратите, пожалуйста, внимание, что в начале это исследование включало в себя 72 собаки, а в конце всего лишь треть, 24. Это как раз связано с отказом владельцев от челленджа, да, от возврата к предыдущему рациону, который мы с вами сегодня уже обсуждали. Итак, сначала у нас была 1 неделя работы с этими собаками, которые, собственно, и получали свой рацион, и у них была некая пищевая реакция. Дальше 8 недель длилось вот это время элиминационной диеты, и дальше по возможности на 2-й, на 3-й стадии на протяжении 2 недель мы делали этот челлендж. Как вы видите, на 3-й стадии осталось всего 24 собаки, и после челленджа у них произошла стабилизация. And so there was 2 diets. Either people elected to be on a homemade diet or on a hydrolyzed feather diet. Sorry. Хочется сказать, что в качестве элиминационной диеты часть владельцев выбрали домашний рецепт, а часть выбрали вот эту аналлергенную, именно аналлергенный рацион коммерческий. I just remind you that many dermatologists believe that homemade diet is the gold standard, and part of this study was to prove that this diet works similarly or better than the homemade diet. Напоминаю, да, что у многих дерматологов в голове концепция о том, что золотой стандарт – это индивидуально подготовленный домашний рецепт. И, наверное, одной из важных тоже целей этого исследования для нас было показать, что вот этот корм, он также хорошо справляется с этой задачей, как и выверенный домашний рецепт. Another result. И что за результаты мы получили? So you have 2 parameter measure. You have the KDZ, which is a measure of skin disease severity. Итак, у нас есть тут 2 критерия. Первый критерий кожный – это тяжесть, вот выраженность кожных проявлений. And a measure of the pruritus. So the scale for pruritus is there. The scale for the KDZ is here. Слева, соответственно, вот эта дерматологическая шкала по выраженности, а справа у нас еще и шкала зуда. So what you can see is that at the start of the study, the signs and the pruritus was similar between the 2 groups. Итак, на изначальном рационе мы видим, да, вот самая левая группа, стадия нулевая, примерно одинаковые уровни во всех группах были. You can see that at the end of the elimination diet, there was a decrease in both KDZ and pruritus, but more so for the hydrolyzed diet than for the homemade diet. And the pruritus actually was much higher with the homemade diet. Итак, мы видим, что на 2-й стадии, когда у нас идет элиминационная диета, у нас идет существенное снижение выраженности симптоматики. Но что обращает на себя внимание? Вот эти красные и розовые показатели, если вы посмотрите на легенду выше, это EHD. EHD – это как раз-таки коммерческий, да, вот корм
в упаковке. Синий и голубой – это домашние, приготовленные дома рецепты. И, как вы видите, зуд снизился незначительно на домашнем рационе. You can see that after challenge there was an increase in those signs again. Мы видим, что показатели подскочили вверх на челлендже, то есть когда мы вернулись на изначальный рацион, показатели пошли вверх. And then by bringing back all the dogs on either the homemade or the hydrolyzed diet, you can see again a big decrease in cadesi and pruritus. А в стадии стабилизации, когда мы вернули животных на элиминационную диету, все показатели снизились практически равно. So, in summary, what these studies show is that hydrolyzed feather diet is as efficacious as homemade diet in helping in diagnosing adverse food reaction. О чем нам говорит это исследование? Оно говорит нам о том, что гидролизатный корм также хорош, также эффективен, как минимум также эффективен, как и домашний рацион. And one issue with with those diets is their cost. And so we asked the people to give the recipe of their diet so we could estimate how much it would cost them to make a homemade diet. And we compare to the cost of the hydrolyzed diet, and you can see that the homemade diet ended up to be more expensive than the hydrolyzed diet per day. И, наверное, при покупке корма людей беспокоит его стоимость, поэтому мы запросили вот эти рецепты сбалансированной элиминационной диеты, да, какие ингредиенты в нее входят, насколько дорого ее приготовить. Мы высчитали среднюю стоимость, и выяснилось, что средняя стоимость вот этого домашнего рациона, она даже дороже, чем средняя стоимость корма. So in conclusion, hydrolyzed protein are less antigenic than intact protein. Итак, в завершение, что хочется сказать. Гидролизатные белки гораздо менее аллергенны, чем цельные. Molecular weight except if it's extremely low, that is below 1 kilodalton, is not a good predictor of protein immunogenicity. Сам по себе молекулярный вес, помимо тех молекул, которые меньше 1 килодальтона размером, не является хорошим показателем иммуногенности белка. Hydrolyzed protein that is above 1 kilodaltons is not analgenic. Рационы, которые основаны на гидролизатном белке размером выше 1 килодальтон, не являются аналлергенными. A big advantage of hydrolyzed protein compared to novel protein, is that they are sustainable, and it's going to be easy to find them and easy to provide, and so there will be no period where we cannot access to it and make diet. Важное преимущество гидролизатных белков заключается в том, что в отличие от каких-то экзотических белков, не встречавшихся ранее в рационе вашего питомца, эти корма легко найти, они из сырья, которое доступно, и производство всегда сможет обеспечить вас этим кормом. And so we have clinical studies that support that diet based on protein hydrolysate are beneficial in the diagnosis and management of adverse reaction. Соответственно, мы провели ряд клинических исследований, которые поддерживают именно плюсы, выгоды от использования корма в части диагностики и управления пищевыми реакциями. In severe chronic enteritis. В тяжелых даже случаях хронического энтерита. In exocrine pancreatic insufficiency. При недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы. And we don't have clinical study, but we had positive report that it could be useful in the management of perianal fistula. И у нас нет стопроцентных данных, но у нас есть предварительный отчет о том, что они могут быть эффективны при перианальной фистуле. Спасибо. Спасибо. Let us see if we have any questions here.
Есть, да? We have some questions. Okay. У нас есть вопросы по предыдущей лекции, по липидозу. So we have a few questions about the lipidosis, the previous lecture, if you don't mind also. Oh, no problem. Да, давайте. Вопрос. На слайде указано, при нарушении перистальтики лидокаин в инфузии с постоянной скоростью вводится 30-50 микрограмм на килограмм в час. Это для кошек или для собак и кошек? There was some information on a slide about lidocaine infusion for peristalsis with some numbers of that infusion rate, and the question is if it's for dogs or cats. The lidocaine, no, the lidocaine would only be used to put in the nostril, so that to allow to pass the tube. Нет, лидокаин It's not an оказывался injection только you... как местный анестетик при введении назогастральной трубки. Он не имелся в виду для введения. Может быть, Евгения относил этот вопрос к презентации другого лектора. Мне кажется, да, то есть как будто бы у нас такого не было. It seems like we've mixed the questions, and that's to another speaker. It's a different presentation, not yours. Next one. Если у нас пациент с аллергией и получает рацион с обычной курицей и наотрез отказывается от промышленного рациона, то мы ему советуем курицу сменить на другой вид белка. Вопрос. So if we have a patient and that eats chicken in a homemade, home-cooked diet, and then it refuses, doesn't eat the commercial diet. So what do we suggest? We just suggest to change the chicken to some other novel protein. Novel protein. You know, it could be, for example, I don't know, in Russia, if people eat horse meat, or it could be if that dog never ate lamb, can be lamb. It could be pork. I mean, if it's another species, what you don't want, I don't know, you don't want to give duck instead of chicken, because there are probably some cross antigenicity. Старайтесь использовать белок другого вида. То есть, например, если курица, не пытайтесь заменить уткой, потому что там есть смешанная антигенность, схожие, скажем так, да, параллельные белки, поэтому старайтесь менять прям на свинину, на что-то другое. Окей. Сейчас у нас будет перерыв на полчаса. В 14:30 мы снова встречаемся для последней лекции на сегодня, посвященной пациентам с анорексией. So that's it. We will have a lunch break now of 30 minutes. So 30 minutes from now? 30 minutes. So we'll be back around 2:30. Yeah. 35 of the hour. Yeah. Okay. 35. Yeah. Okay, I'm running then. Yeah, you too. Okay, so see you in a bit. Yes, I'll be there. Yeah.